В Одессе все стабильно. Посмотрите, как сосредоточено. Люди думают, какой ход в шахматах сделать. Видите, мужчины в Одессе в пределе. Аж интересно постоять, понаблюдать. Очень сосредоточенные мужчины. Интересно, кто из них победит. Такие маленькие милые зайки. Всем привет из Одессы! Сейчас иду по Приморскому бульвару, и на нем совсем мало людей. Но поскольку это одно из самых туристических мест в Одессе, и многие хотят это место посетить, через месяц, думаю, ситуация совсем изменится, потому что много туристов приедут прогуливаться по этому прекрасному месту. Как вы видите, памятник Дюку де Ришелье еще до сих пор заложен мешками. Это самый первый памятник в городе. Конечно же, его хотят сохранить, и чтобы он не пострадал во время войны, сейчас он находится под мешками с песком и накрыт таким каким-то тентом, чтобы ни в коем случае при обстрелах он не пострадал. Вчера было 19 мая, и в Одессе было празднование, а праздновали то, что Одессе исполняется 610 лет. И да-да, я не ошибаюсь. Все мы привыкли, что день рождения Одессы 2 сентября, и в этом году ей должно исполниться 231 год. Но сейчас сложилось так, что историки разделились на две группы. Одни считают, что Одесса достаточно молодой город, а вторые считают, что Одессе более 600 лет. Что впервые город упоминается в исторических источниках под названием Кочубеев, позже после турецкого захвата Хаджибей, и только впоследствии Одесса. Поэтому сейчас мнения людей разделились, и уже каждый из жителей города получилось так, что сам выбирает, когда ему праздновать, когда день рождения его любимой Одессы. Сейчас об этом вспомнила, потому что иду именно по Приморскому бульвару, а считается, что свое существование и свое развитие Одесса начала именно из этого места. Так, в связи с тем, что очень часто тревоги, я боялась приезжать в Стамбульский парк, потому что он находится вблизи моря, а это иногда бывает страшно во время тревог. Но как-то сегодня такой тихий, спокойный день. Надеюсь, что тревог не будет. Я все-таки решила спуститься в один из самых красивых парков в Одессе и новых. Совсем недавно, по-моему, 17-й год его открытия было, или 18-й, уже не помню. Здесь была такая заброшенная территория, и сюда лишний раз все боялись спускаться, потому что, не самое приятное было место для прогулок. Но потом у нас появился этот Стамбульский парк, и рядом греческий. По-моему, Стамбул, насколько я не ошибаюсь, является городом-побратимом Одессы. И помог нам сделать такое замечательное место для отдыха в городе. Косят газоны, наводят марафет. Смотрите, высадили какие растения. Сейчас спущусь ниже и вам все покажу. Кто-то еще не подключили фонтан. Здесь очень красивый фонтан, не помню, как он называется. Но что-то он не работает. Интересно, почему? Сейчас подойдем ближе, нет воды, совсем нету. Или еще и не запустили. Либо, возможно, город экономит. Сейчас не до фонтана. Да? Пошли. И он тоже уже приспособление говорит, может он залезет или не залезет. Слушайте, а в Стамбульском парке есть такое что-то вроде бювета, питьевая водичка, которую можно себе набрать и попить. Смотрите, как все интересно, красиво сделано. За последние годы все равно Одесса преобразилась, много мест реконструировали. Какие-то фасады отреставрировали, какие-то новые места открылись, новостроев много появилось. В целом Одесса преображается. Тополиный пух летает, все вокруг чихают. Я когда-то... Ой, я сама чихаю, куда этот пух попадает, хотя я не аллергик.
Я когда-то была в Стамбуле. Это замечательный такой могущественный город, в котором можно вкусно поесть, в котором есть что посмотреть, очень много интересных достопримечательностей. Ну и, конечно же, для женщины Стамбул особенное место, потому что если вы едете туда и у вас есть возможность сделать шопинг, то там можно потеряться. По себе знаю. Остались у меня хорошие впечатления. Я там была недолго, по-моему, только 5 дней. И даже этого времени мне не хватило. Конечно, обязательно хотелось бы повторить свою поездку в эту замечательную страну. Я знаю, нас смотрят зрители со Стамбула, поэтому передаю вам большой-большой привет. В последнее время нас не радуют не только политические новости, но и не радует погода. Так получилось, что к нам приходит циклон за циклоном, а в апрель был гораздо теплее, чем сейчас май. Вчера в Одессе была гроза. И очень сильные порывы ветра, которые сохраняются до сих пор. И очень часто при такой погоде начинается настоящий деревопад, от которого страдает имущество жителей Одессы. Всегда в такую погоду предупреждают не оставлять машины под деревьями, но не всегда за этим можешь усмотреть, потому что нужно ездить, нужно работать. И, к сожалению, в этот раз тоже не получилось так, что все автомобили остались целыми. Но зато после непогоды природа порадовала людей уникальным явлением. Кто увидел эту радугу вживую, тот, наверное, действительно счастливчик. В переходике стоит пианино, и каждый желающий может сыграть. Я слышу, девочка играет красиво очень. Вон как красиво. Люблю уличных музыкантов, и в Одессе много талантливых ребят, которые выходят на Дерибасовскую, на Приморский, едут куда-то к морю и радуют своим исполнением песни, своим пением всех прохожих, не оставляя абсолютно никого равнодушным. Очень красиво. Вот так, кто соскучился, мы переходим знаменитую Потемкинскую лестницу, которую в прошлом году открыли. До этого она была закрыта, тоже из-за войны. По этой лестнице сегодня у меня нет сил ни желания подниматься, поэтому пройдемся просто в парке, подышим воздухом. Вот так мы вышли из парка, снова на Приморский бульвар. А вот пока небольшие, но все же есть последствия порывов сильных ветров. Какие ветки, ну не очень приятно, когда такое может свалиться прохожим на голову. Мне нравятся магазины Сельпо. Они после реконструкции все так красиво выглядят. Просто можно приходить даже на экскурсии. Ой, смотрите, это что, алоэ такое продается? Листья алоэ 109 гривен. Посмотрите, первый раз вижу, но раньше не обращала внимания. Дыня Валенсия 159 гривен килограмм. Вот так половинка дыньки 200 гривен сейчас стоит. Ну, недешево, конечно, но еще не сезон. Будем ждать наши. Раньше у нас херсонские были, сейчас у нас в Одесской области, в 8-м арбузике. Так, смотрите, арбузик, вот такой кусочек 176 гривен. Тоже недешево, а половинка арбуза 270. 129 гривен, как дыня за килограмм. А вот смотрите, питахая красная. Видите, в Одессе и такое покупают. Питахая, вот такая одна штучка, 340 гривен. Вот, что только не найдешь на витринах одесских магазинов. Сейчас, боже, я такое даже не знаю. Тамарилла 89,90 за килограмм. Вот такая вот какая-то экзотика. Гранадилла. Тамарилла, гранадилла. Тоже такое никогда не пробовала. По 300. Вот, карамбола. Ассортимент впечатляет, как будто зашла в какой-то очень такой элитный магазин, но на самом деле
Просто супермаркет, и то в таком спальном районе города. Ага, 125 гривен, 125 грамм, 154 гривны, голубика. Так, покажу вам, что здесь еще интересного есть. Виноград 149 гривен, коробочка. Вот такой крупный, 187 гривен сейчас со скидкой. Ну, это все привозное. Скоро будет сезон и наших. О, слива. 250 гривен слива. Ну, авокадо по 90. И кокосы 40 гривен штучка, наверное. О, слышно, что много в нем молока. Класс, штучка 40 гривен. Ну, 40 гривен это не так уже и дорого. Так, вот апельсинки, а вот не отходя, можно выпить свежевыжатый сок. Бутылочку берешь себе, я так понимаю, это все можно делать автоматически самому. Станция апельсиновая, вы даже не представляете, какой здесь приятный аромат. Вот свежевыжатый сок 250 мл 79 гривен, а литр 269 гривен. Классно, очень удобно для тех, кто любит, самое оно. Так, а я сейчас вам покажу, зачем я пришла. Я пришла за выпечкой. Здесь очень вкусные в сельпо булочки есть по 19,99, 20 гривен. Вот такие лимонно-кокосовая и вот такая вот ватрушка с корицей. Ой, невероятно вкусно. Если живете возле сельпо, вам понравится. Чем-то похоже даже, как Ира говорит, на Пасху. Вот какие десерты. Просто вау. 99 гривен за 100 грамм. Ну, такая стоимость из-за клубники, наверное. Но выглядит все очень аппетитно, но мне не очень нужно сейчас сладкое, поэтому иду дальше. Увидела в саду много школьников, все сейчас фотографируются перед выпускными. Говорили, что в этом году учебный год затянут до июня в некоторых регионах, но Одесса решила, что учебный год закончится так, как всегда. 30 мая будет последний звонок, и с 1 июня школьники уже уйдут на каникулы. Поэтому у нас все остается так, как было прежде.